ребята! С вами я, Дарья Очкасова. Сейчас я нахожусь в Олимпийском парке. Олимпийский парк включает в себя 6 объектов. Парк расположен на территории Адлерского района в Меретинской низменности между реками Цымта и Псоу, по которой проходит государственная граница России. В центре парка находится центральная площадь, на которой расположен музыкальный фонтан с олимпийским огнем, сцена и стена славы. На стене славы написаны имена всех олимпийских медалистов. Рядом стоят олимпийские кольца. Кроме объектов, построенных к зимней Олимпиаде, на огромной территории есть парк аттракционов, музеи, отель-замок, это музыкальный фонтан. Сейчас я нахожусь около Зимнего дворца спорта «Айсберг». Он вмещает в себя 12 тысяч мест. Здесь проходили соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту. С 24 по 26 февраля тут проходил шорт-трек третьих зимних военных всемирных игр. Ледовый дворец «Айсберг» своим видом напоминает плывучую ледяную глыбу, сверкающую голубым блеском. На здании чередуются цвета небесной лазури и прозрачное остекление. В темное время суток они красиво подсвечиваются множеством огней. Фасады разбиты на своеобразные пиксели, создавая впечатление движения волн или даже цунами. В стенах дворца установлено 600 тонн стеклопакетов. Помимо основной ледовой арены со стандартными размерами, ледовый дворец «Айсберг» имеет дорожки для шорт-трека и тренировочный каток для фигуристов. Здесь предусмотрено помещение для заточки коньков, тренажерные и разминочные зоны, а также конференц-залы и рестораны. Во дворце зимнего спорта «Айсберг» регулярно проходит ледовое шоу «Илья Авербуха» с участием звезд фигурного катания. Здесь также проходил чемпионат России по фигурному катанию 2015 года. Сочи автодром – гоночная трасса для проведения автомобильных соревнований. Здесь проводится Формула-1. Сочи автодром – это самая современная трасса в Восточной Европе, единственный в России автодром, снимающий гран-при Формулы-1. Трасса Сочи автодрома спроектирована немецким архитектором, разработчиком гоночных трасс Формулы-1 Германом Тильке. Уникальная особенность Сочи автодрома заключается в его расположении. Трасса пролегает по Олимпийскому парку, вокруг центральной площади и между дворцами спорта. Длина трассы 5848 метров, количество поворотов 18. Зрители размещаются на трибунах, которые расположены в разных частях трассы. Всего трибун 5 и одна зона свободного размещения. Каждая трибуна обладает превосходным обзором самых зрелищных участков гоночной трассы. Главной трибуны, расположенной вдоль стартовой прямой, зрители увидят яркую церемонию открытия, начало гонки, виртуозную работу механиков на пит-стопах, игру пилотов, в первом повороте и финиш победителя. Перед вами стадион Фишт, названный в честь горной вершины в западной части главного Кавказского хребта. В переводе с адыгейского языка слово «Фишт» означает «белая голова». Сейчас я нахожусь около объекта Фишт. Он вмещает в себя 40 тысяч мест. Сейчас он находится на реконструкции для расширения мест до 45 тысяч, так как в 2018 году будет проходить Всемирный чемпионат мира по футболу. Первоначально планировалось, что облик стадиона будет напоминать пасхальное яйцо Фаберже. В итоге был утвержден проект, использующий образы одновременно ракушки и снежной вершины. Между стадионом Фишт и Ледовым дворцом Большой находится ледовая арена «Шайба», второй по значимости стадион Олимпиады 2014 года в Сочи. Вместимость 7 тысяч мест. Тут проводились соревнования по хоккею с шайбой. Сейчас здесь расположен Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Ледовый дворец Большой вмещает в себя 12 тысяч мест, напоминает замерзшую каплю воды, и тут играют в хоккей. Дворец стал самым компактным сооружением невероятной красоты.
Его купол был сооружен из удивительного стекла, которое днем имеет невероятное зеркальное отражение. Но как только сумерки спускаются на землю, крыша становится прозрачной. В ночное время появляется уникальная возможность видеть все, что в нем делается. Сейчас здесь проходят соревнования по скалолазанию. Это самый большой и современный ледовый дворец на территории Российской Федерации. Здесь часто проходят различные культурные мероприятия, такие как концерты, ярмарки, кроме того, форумы и соревнования. Привет, ребята! Сейчас я нахожусь около керлингового центра «Ледяной куб». Он вмещает в себя 3000 мест. В нем проходило открытие и закрытие третьих зимних военных игр. Спортивный дворец представляет собой четырехэтажное здание. На нижнем уровне находится ледовое поле с 4 игровыми площадками. По периметру арены размещаются командные раздевалки, служебные помещения для спортсменов, судей, прессы и организаторов соревнований. На втором этаже зона зрителей, выходы на трибуны «Президентская ложа» и зона олимпийской семьи. В помещении центра после Олимпиады канал ТНТ стал проводить съемки юмористической передачи Comedy Club. Также на территории парка вы можете посетить музей церемонии открытия Олимпийских игр, музей Леонардо да Винчи, электрический музей Николы Тесла, автомузей, где собрана богатая коллекция автомобилей, а также посетить Сочи парк, напоминающий Диснейленд. Ребята, за моей спиной находится Сочи парк. Это парк развлечений. На территории находится гостиница «Богатырь» в стиле средневекового замка и аттракционы. Сейчас в парке действует 20 аттракционов разного уровня. Самый экстремальный – квантовый скачок, жар птицы, Змей Горыныч. Есть дельфинарий, площадка для самых маленьких, кафе, зона отдыха. Единый билет в Сочи парк рассчитан на весь день. Одного дня может оказаться недостаточно, чтобы посмотреть весь парк, покататься на всех аттракционах и посетить дельфинарий. Кроме того, в разное время проводятся различные развлекательные шоу. Семейная горка «Шаролет» позволит разделить незабываемые эмоции с самыми дорогими людьми. Все аттракционы запрещено брать с собой лишние предметы. Фотокамеры, мобильные телефоны и снимать во время движения запрещено. Но на горках стоят стационарные камеры, и вы можете выкупить фото или видео, которое вам понравится у персонала аттракциона. Скачок – это аттракцион, который ставит под сомнение земное притяжение. Это самая высокая и быстрая в России экстремальная горка – 58 метров 105 км в час. Это аттракцион «Жар птицы», на котором вы можете взлететь ввысь со стремительной скоростью и потом упасть с высоты в свободном падении и почувствовать притяжение Земли. Целая территория с аттракционами, интересными экспонатами и сказок, есть и для самых маленьких.
тематическая площадка сказок про Бабу-Ягу. Можно увидеть настоящую избушку на куриных ножках, а иногда сюда прилетает сама Баба-Яга и разрешает детям фотографироваться вместе с ней. Можно увидеть дуб, на котором сидит русалка, и кот, который гуляет по цепи. Это карусель в виде чайного сервиза. На вершине высокой горы в Сочи-парке поселился огнедышащий Змей Горыныч. Через его логово пролегает головокружительная дорога. Длина трассы аттракциона 1056 метров, высота 38 метров, скорость до 100 км в час. В южной части парка находятся здания, в которых жили спортсмены. Теперь в них останавливаются гости, приезжающие сюда смотреть на чудесный парк. Эта территория разделена на две части, прибрежную ближе к горной местности, а посередине расположены красивые пруды, в которых вы можете встретить диких птиц. Всего парка тянется красивая набережная на 7 километров. На ней есть пешеходная и велосипедная дорожки, много скамеек. Вдоль стоят красивые фонари, которые освещают набережную ночью. Есть много точек аренды велосипедов и электромотоциклов, в которых можно покататься по набережной и объехать все объекты за 1-2 часа. Лестница для спуска на берег в воде. Вода очень чистая и прозрачная. Пляж покрыт крупной галькой. Гостиница «Богатырь» построена в стиле средневекового замка. Ночью освещается цветной подсветкой, цвета периодически меняются. Для тех, кто остановился в ней, вход в парк аттракционов бесплатный.
экскурсия по Олимпийскому парку подошла к концу. В следующей программе встретимся в Роза Хуторе. Пока! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми видео.